Привет! Это «Астрология простыми словами». Меня зовут Саша, и сегодня очередное видео интересное, простое, доступное, но на очень обширную большую тему. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать видео. Вот я пытаюсь тут уже как-то устроиться поудобнее, потому что вещать сегодня долго. Тема, о которой, честно скажу, я не знала, пока не занялась вот серьезно и глубоко астрологией, хотя тема очень простая, супер полезная, и она рабочая, уже проверена много раз. Для этого даже не нужно разбираться в том, как строить натальную карту, что она обозначает. Это все про наши с вами любимые знаки зодиака. Когда просто говоришь, вот там Овен такой, Телец такой, Рыбы такие. Но тут немножечко глубже. Оказывается, наверное, сейчас многие из вас тоже об этом первый раз услышат. Внутри того же самого Овна есть еще 3 Овна. И внутри Тельца 3 Тельца, и внутри Рыб, Скорпионов, Водолеев и всех остальных. Это называется декады. Декады знаков зодиака. И каждая декада обладает своими характеристиками, своими особенностями. Помимо тех особенностей, которые есть у знаков в целом, у декад есть еще внутри свои деления. Вот об этом сегодня вам и расскажу. Ну что, поехали. Буду подглядывать иногда, потому что информации много, боюсь ошибиться. Овен. Овен. Это люди, рожденные с 21 марта по 30 марта. Это самый классический Овен, это решительный, напористый, активный человек, который, как правило, очень хорошо зарабатывает деньги. Есть риск проблем со здоровьем после 40 лет. И такому человеку подходят в идеале не командные виды спорта, а индивидуальные. Вторая декада – это Овен-Лев. Это люди, рожденные с 31 марта по 9 апреля. Ну, здесь Лев внес свою лепту. Это самые спокойные, самые вальяжные, самоуверенные, слегка влюбленные в себя овны. Очень классные организаторы и люди, которые доводят все до конца. И они всегда в себе очень уверены. Третья декада овнов – это люди, рожденные с 10 апреля по 20 апреля. Это самые великодушные, самые открытые, самые общительные овны, потому что это Овен-стрелец уже через дефис. Эти люди очень любят путешествовать, любят все красивое, любят делать сюрпризы, подарки, делать вообще свою и жизнь окружающих лучше и интересней. И именно для этой декады очень важны отношения, очень важна любовь в жизни. Именно этой декаде стоит быть очень осторожными с алкоголем. Тельцы. Тельцы тоже делятся у нас на 3 декады. Напоминаю, это знак Земли. И первая декада – это Телец-Телец, рожденные с 21 апреля по 30 апреля. Телец-Телец – это классический телец. Это человек честолюбивый, то есть от слова честь. Человек стильный, человек, любящий разные качественные вещи. Но у него часто бывает достаточно сложный характер, он требователен. И еще это самый любвеобильный знак из всех вообще знаков зодиака. Стоит об этом помнить. И иногда этот характер проявляется в такой тиранизм, они немножечко могут быть тираны, немножечко негативные, но они всегда с прекрасным чувством вкуса, стиля, обаяния и шарма. Вторая декада – это Телец-Дева, рожденные с 1 мая по 10 мая. Тут Дева тоже внесла свои коррективы, у этих людей очень развито мышление, они серьезны, но при этом они тоже обаятельны, они очень страстные, особенно мужчины. А также им абсолютно чужда ревность и зависть. Третья декада Тельцов – это Тельцы-Козероги. Это люди, рожденные с 11 по 25 мая. И надо сказать, что это самые сложные тельцы. Как правило, они любят одиночество, они замкнуты, они закрыты, немногословны, довольно часто притягивают к себе негатив. Но это самые верные из всех 3 декад тельцов.
Следующий у нас близнецы. Близнецы еще один весенний знак, тоже делятся на 3 декады. И первая декада – это близнецы-близнецы. Люди, рожденные с 22 мая по 31 мая. У них мощный ум, они хорошие стратеги, у них деловая хватка, как правило. А мужчины имеют, как правило, большой успех в любви. Женщины обычно красивы, благородны. В общем, идеальные люди получаются. И небольшая такая секретная важная информация, как правило, у этих людей происходят важные судьбоносные события в возрасте, сумма которого равна 5. То есть складываем свой возраст до конца, и чтобы получалось 5. И вот в эти годы подумайте, проанализируйте, было ли у вас что-то важное. Вторая декада – это близнецы-весы. Это люди, рожденные уже летом с 1 июня по 10 июня. И это самая творческая, самая чувствительная декада. Люди очень любят все красивые проявления, чтобы все было красиво, чтобы все было изысканно. И для них обычно очень важны отношения. Еще именно эта декада прекрасно зарабатывает деньги. У них это, как правило, получается очень легко. Третья декада близнецов – это близнецы-водолеи. Это люди, рожденные с 11 июня по 21 июня. И это самые задиристые близнецы, самые сложные. Как правило, они благородны ровно до тех пор, пока их не задели, не кольнули. Тогда уже они включаются в бой и могут быть очень серьезными противниками. Эти люди переменчивы в отношениях, и им, в принципе, важна смена всего, смена деятельности особенно. Из таких людей получаются классные журналисты и бизнесмены. Следующий знак зодиака – это рак. Тоже 3 декады, и первая декада – это у нас 22 июня-1 июля. Это рак. Это классический рак. Люди, которым очень важен дом, очень важен партнер. Они, как правило, домашние, они въедливые, они такие ранимые, со сменой настроения бесконечной. Любят своих родственников, любят своего партнера и любят, чтобы их тоже опекали. Мужчины достаточно часто любят женщин посильнее. Вторая декада рака – это рак-скорпион. Это люди, рожденные со 2 по 11 июля. Но тут скорпион очень сильно влияет. Эти люди, как правило, такие едкие слегка. Они могут подкалывать. Люди, как правило, предприимчивы, но противоречивы. Они такие революционеры, они воинственные. Очень важно такому человеку научиться просто созидать, быть в моменте, а не бежать, не действовать и не бороться. Третья декада – это рак рыбы. Это люди, рожденные с 12 июля по 23 июля. Это самые мечтательные, гордые, но уверенные в себе раки. Как правило, они не любят просить о помощи, и еще они достаточно полигамны. Им обычно мало одного партнера. Следующий знак зодиака у нас лев. И первая декада – это лев-лев. Это люди, рожденные с 24 июля по 3 августа. И это классический лев, это лев-идеалист, лев-лидер, это человек, которому важно внимание, похвала. Он очень такой расчетливый, но не очень щедрый, ему очень важно свое потомство. Таким людям хорошо реализовываться в каком-то лицедействе, актерстве, блогинге, потому что это типичный лев, который любит блистать. Вторая декада льва – это лев-стрелец. Ну и тут стрелец вносит свою лепту. Это, конечно же, самые гостеприимные львы. Но львы, которые любят только своих гостей, а не каких-то любых пришедших. Это львы, которые любят перемещаться, любят путешествовать. Их постоянно тянет куда-то переехать. Конечно же, они справедливые, смелые, с сильным характером. Третья декада львов – это лев-овен. Это люди, рожденные с 14 по 23 августа. И, конечно, тут овен нам дает о себе знать. Это самые властные львы, такие командиры. Им очень важно вот как-то проявить себя как лидер, как начальник.
И, конечно, это противоречивые львы, разносторонние, и декада, для которой больше всех важна личная жизнь. Следующий знак зодиака у нас Дева, самый рассудительный, самый дотошный знак зодиака. Тоже 3 декады, и первая декада — это классическая Дева-Дева, рожденная с 24 августа по 2 сентября. Это классическая дева, которая стремится к спокойствию, к тому, чтобы сидеть на месте ровно и ничего, в общем-то, не делать. Но нельзя, надо двигаться, надо делать, потому что, как говорится, ума палата, а ключ потерялся. Это про них, потому что действительно очень сообразительные, очень умные, очень рассудительные, аналитический склад ума. И нужно это обязательно применять и реализовывать. Вторая декада дев – это девы, рожденные с 3 сентября по 12 сентября. Это самые такие стойкие, самые строгие, даже самые такие целомудренные девы, которые не очень любят, когда с ними шутят, и не очень вообще воспринимают юмор, но отлично зарабатывают, умеют отделять эмоции от денег, деньги деньгами, любовь любовью, что называется. Плохо принимают быстро решения, не рискуют и, как правило, могут легко впадать в уныние и в депрессию. А третья декада дев – это дева-телец, рожденная с 3 сентября по 23 сентября. Самые миролюбивые, самые адаптивные, но и самые молчаливые девы. Для них важна любовь, отношения, но также и важны заработки, финансы. Они очень любят детали, красоту и эстетику во всем.